Здравствуйте, дорогие любители программирования, робототехники, 3D-моделирования. Сегодня продолжаем урок, связанный с программированием разработки игр в Castle Game Engine. Тема сегодняшнего занятия, или тема сегодняшнего урока объяснения — это обработка событий касаний. Мы можем касаться объектов, сталкиваться с элементами игровыми и получать либо урон, либо собирать там, соответственно, назначать монетки какие-нибудь и так далее. Вот для этой цели я, соответственно, создал два объекта. Один называется, соответственно, этот Ape у меня, это яблоко. 3D-модель, это из T-Castle сцен, соответственно, я интерпретировал модель в формате GLB. Ей я добавил, соответственно, Box Collider, и параллельно с ней загружается Rigid Body, так называемая физика твердого тела. Этим, соответственно, Rigid Body я отключил динамик, чтобы он не катались. И, соответственно, и элементу Damage, тоже, это тоже самый тип данных. У нее тоже есть Rigid Body, есть Collision. Я тоже отключил Rigid Body Dynamics. Соответственно, они работают как из Kinematics в Unity. Твердые, но статичные объекты. Мы сталкиваемся с объектами, физика на них не действует, именно в плане гравитации какие-нибудь или так далее. Все, они стоят на месте, мы с ними взаимодействуем. Это элементы. Мы запомним, как их называют. Один называется Ape, другой называется Damage. Второй момент. Мы управляем G8. Моим персонажем называется G8. У него есть Rigid Body 6, так называемое, то есть, когда мы Box Collider ему добавлял у него автоматически он приписал ему Rigid Body, ну, соответственно, указал нумерацию, потому что их много здесь. И, соответственно, я его буду использовать в качестве отслеживания событий через него с касанием с другими объектами. Также у меня здесь присутствуют две горизонтал групп, которые добавлены в viewport из прошлого занятия. Мы помним, как добавлять графические объекты, графические элементы UI интерфейса, пользовательского интерфейса. И, соответственно, в каждом горизонтал групп у меня лежит два объекта. Один объект — это изображение, а второй объект — это у нас, соответственно, лейбл, текст лейбл. Ну и, соответственно, в text label мы будем указывать числовые значения в строковом типе данных, а в image label нужно изображение визуальное, чтобы было понятно, что будет происходить. То есть сердечко — это мы жизни указываем, и будет отображаться урон, который остался там жизни от нанесенного урона. А в монетке, соответственно, будет показывать, сколько мы элементов собрали с вами при касании с яблоком, например. Одно касание яблока на одно начисление. При касании с дамаг будет начисляться минус 5, например. Ну, вот таким вот образом. То есть вот мы приготовили это все элементы, настроили, а теперь, соответственно, переходим в Game View Main Path, то есть основной алгоритм, код, который сразу идет, когда мы загружаем, соответственно, игру, новый проект. Он у нас так называется, он используется. И, соответственно, мы открываем его и переходим там, соответственно, либо Visual Code, либо Delphi редактор Visual Studio. И работаем. Так, что мы здесь делаем с вами? Это тот же самый код, который я рассказывал в прошлых занятиях, где уже добавлял некоторые переменные, некоторые объекты, с которыми мы работали с вами. И вот теперь здесь мы добавим еще несколько объектов. В первую очередь мы добавим объект Rigid Body соответственно, в Published, в начало. Он относится к типу данного T-Castle Rigid Body. Rigid Body 6, он, соответственно, чтобы он понимал, что это у нас будет тот самый объект у персонажа. Можно, конечно, конкретно писать, что сначала надо G8, так, find child, соответственно, через искать его Rigid Body. Можно так найти, соответственно, и уже через него. А можно напрямую. Ну, тут в зависимости от масштабности проекта, работы и оптимизации поисков, соответственно, в вашей игре. Hurt 2 и Hurt 1 у меня, это у нас, соответственно, лейбл. Первый лейбл для нанесения урона, отображение значения жизни, а второй для сбора
сбора монеток, отображения значений. Далее мы с вами в паблик, соответственно, прописываем еще одну процедуру, которую создаем. Процедуру, например, назовем ее collisions. Ну, то есть она будет отслеживать взаимодействие с объектом касания. Согласно там примерам разработчика этого Castle Game Engine, нужно указать здесь параметр константа collision details из, соответственно, к типу данных, относящихся к T-Physics Collisions Details. Ну, можно посмотреть потом в документации, если кому интересно, что это за тип данных. Соответственно, он должен отслеживать события взаимодействия с объектом и выводить какую-то информацию или что-то еще делать. Соответственно, вот эту вот collision процедуру нам нужно будет дальше прописывать. Но перед тем, как прописать, мы еще создадим две переменные, которые одна будет считать условно, считать начисление, а вторая там, соответственно, начисление монеток, а вторая, соответственно, значение жизней. HUD значение жизни, count монетки у меня, в моем случае. Далее, вот когда, соответственно, конструктор класса этот TViewMain создается, мы, соответственно, перед стартом можем создать процедуру collisions, например. Процедура collisions, вот это через TeamViewMain. Определите, посмотрите внимательно, то есть в таком формате он точно понимает, что нужно работать в дальнейшем. То есть все вот эти старты, collisions, create, апдейты он через TeamViewMain описывает. Соответственно, указав процедуру collisions с тем же самым параметром, что мы указали вверху, мы с вами создаем логику действия. То есть, что произойдет, если сработает событие вызова этой функции, процедуры при касании. Ну, первым делом я вывел имя, с кем объекта, с кем буду взаимодействовать. Это сторонний лейбл, который у меня был, когда выводил он в FPS. Он стандартно обычно уже идет в проекте. Если вы кто-то помнит из изначальных роликов, то он тоже присутствует. Можно его самостоятельно добавить, можно, соответственно, его тоже указать, тип, и, соответственно, сказать, что он должен вывести. Можно это не делать. То есть эта строчка так для того, чтобы просто понимать, отслеживать, с чем мы взаимодействуем, с каким объектом. Дальше у меня два условия. Первое условие через collision details, соответственно, параметр тут, мы определяем объект over transform, и его имя, то есть с кем он взаимодействует, с каким объектом и именем этого объекта. В данном случае мы проверяем объект up, это яблоко, и, соответственно, damage, который наносит урон. Вот он. Если мы с яблоком, то мы начисляем ему +1 и выводим значение в лейбл. Ну, самый простой вариант. А с damage, соответственно, у нас был исходный какое-нибудь значение, -5, и, соответственно, выводим это значение. И дополнительно я сделал условие внутри этого условия, которое позволяет включать анимацию смерти, если он, соответственно, его жизнь уменьшится до меньше 80 значений. Ну, может там до 0, кому как и нравится. Я просто для теста, для быстрого варианта реализации показал, что так можно. И, соответственно, мы включаем анимацию и отключаем ее зацикленность, в отличие от других элементов анимации. То есть это позволит нам, то есть все, анимация смерти проигралась, и дальше он там не вскакивает, не бежит и никак не управляется должен. Вот, чтобы он никак не управлялся, мы, соответственно, Hit Personal Navigation Access делаем False. Если этот тип данных у вас еще нет, то его, соответственно, нужно добавить. Here Personal Navigation 1, он называется так, потому что мы его добавили, когда использовали, например, второй вариант управления персонажем, встроено через Hertz Personal. Если помните, управление персонажем, посмотрите видеоролик, это связано с ним. То есть этот элемент есть, и его можно добавить, соответственно, тоже в логику игры.
Мы его добавили, и, соответственно, если персонаж у нас погибает, то мы его отключаем управление, чтобы, соответственно, в позе лежащего на земле мы не могли его управлять им. И он не стал там ползать по земле этой, двигаться, перемещаться с помощью клавиатуры. То есть мы его отключаем, все. На этом игра условно закончилась. В старте мы как раз задаем значения стартовые этих переменных count и hard. То есть сначала с жизни 100, а значений начислений еще 0 у нас, соответственно. И вот здесь вот как раз в старте и вызывается событие on collision enter. Их есть 3 события: on collision enter, on collision stay и on collision exit. Ну, как по аналогии с Unity сделано. Соответственно, enter это одноразовое касание условно, конкретное касание. State, когда мы касаемся и не отходим, все время проверяет касание. Соответственно, exit, когда мы вышли из области там триггера, с которым взаимодействуем. Дальше мы присваиваем эту процедуру collision, но через некие такое вот условие, связанное с функцией FPS, так называемая, которая где-то спрятана, то есть заложена уже в сам движок структуры, потому что я так вот в проекте через скрипты его не нашел, где он определяется конкретно. Посмотрел, ну, соответственно, где-то он определяется, скорее всего, где-то в движке он непосредственно отдельно в каком-то месте настраивается именно этот самый FPS. Ну, вот это реализация автора данного движка. Он предлагает, что через такую вот конструкцию записи лучше использовать обработку событий on collision enter. Ну, соответственно, автор лучше знает, поэтому я воспользовался той же самой конструкцией и использовал элемент, что при обработке событий касаний мы вызываем процедуру collisions вот в таком виде. Вот в таком виде. В апдейте я больше ничего не трогаю. Далее я, соответственно, сохраняю наш проект, перехожу непосредственно в наш тестовый проект игру и, соответственно, ждем сборку элемента. Сборка будет зависеть времени от количества элементов 3D модели, текстур, звука и так далее. Чем больше этих элементов, чем больше они весомые, тем дольше он будет собирать. Соответственно, логично, я думаю, здесь уже понятно. Поэтому нужно учитывать момент, что в зависимости от того, как вы будете много детализированно добавлять какие-то объекты в данный движок, тем дольше он будет компилироваться. Ну, соответственно, один раз компилируется, дальше будет уже работать, как говорится, шустрее. Ну, если, конечно, с логикой нет никаких проблем в этом плане. Каких-нибудь нет сверхнагружаемых задач. Вот идет сборка. Сейчас подождем и посмотрим. То есть ошибок нет никаких. Посмотрим, как все происходит. То есть как происходит вот в реальном взаимодействии с объектами. Итак, у меня есть персонаж. Он у меня двигается. Я касаюсь яблока. Я касаюсь, и, соответственно, у меня происходит начисление. Яблоко в данном случае у меня не исчезает. Но это можно быстро исправить, если что. Вот у меня происходит начисление. Дальше. Соответственно, я наношу себе урон. Такой вот игрок-мазохист. Так, ну и, соответственно, включается анимация. Тут он на шипы, конечно, жестко упал. Ну и у меня отключился, соответственно, процесс работы. И тут в зависимости, видно, от, от коллайдера, который помешал ему. Может быть, его даже надо сползать. Но периодически такое бывает, да.
забавно, он, то есть падал, и еще раз отнималось у него изображение, пока он падал. И сейчас он коснулся сплейном. Ну, вот там где-то лежит, отдыхает наш персонажик. На этом игра заканчивается. Здесь можно там написать, вывести текст Game Over и с перезагрузкой игры, соответственно, заново проигрывание ее. Так, вот такой пример реализации. Вот такой пример реализации нашего проекта уже с касанием. Это можно использовать уже в простых механиках, ну, самых базовых механиках. То есть любая игра, так или иначе, имеет эту механику, ну, почти 100%. То есть механику касания, взаимодействия. Либо мы наносим урон, либо мы что-то там собираем, объекты какие-нибудь, все что угодно можем собирать. Это уже задача автора, что он там будет придумывать, что можно собирать. Разные варианты можно собирать, и от этого разные значения там начисляются и так далее. То есть это все можно использовать, реализовывать. Соответственно, собираем, наносим урон, можем кому-то наносить там что-нибудь, кидать в кого-то или что-то там мечом махать и так далее. То есть это тоже вариант для NPC, тоже так работает. Но на этом вот все. То есть уже можно условно базово разработать вашу игру. То есть начать вот с базовыми механиками, и уже будет интересно полноценно какой-то проект, в котором можно уже играть и, как говорится, радоваться процессу творчества. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, надеюсь, было все интересно. Пока-пока.